Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Сегодня у нас уникальная тема. Представьте, что мир вокруг вас – это отражение вашей внутренней гармонии. Каждая мелочь, каждый шаг, каждое решение имеют скрытый смысл и глубокий астрологический подтекст. Сегодня мы с вами погрузимся в тайны знака Девы, одного из самых загадочных знаков зодиака. Но знаете ли вы, что за внешней сдержанностью дев скрываются глубокие страхи, которые могут мешать им достичь своего истинного предназначения? Если вы хотите узнать, как распутать эти астрологические узлы и раскрыть тайны Девы, то обязательно оставайтесь с нами до конца. На канале Астрологии Мудрости мы разбираем самые сокровенные тайны астрологии, которые помогут вам лучше понять себя и окружающий мир. А в конце видео вас ждет уникальная информация, которая откроет вам двери к гармонии и успеху. Первый страх. Страх ошибок. Дева – это знак, который славится своей любовью к деталям, стремлением к идеалу и высоким стандартам. Однако за этим совершенством скрывается глубокий страх. Страх ошибок. Для Девы каждая ошибка воспринимается как катастрофа, будь то мелочь в повседневной жизни или неудача в рабочем проекте. Девы склонны винить себя за все, что, по их мнению, не соответствует их высоким стандартам. Но кармическая истина в том, что ошибки – это не конец, а важная часть процесса обучения и роста. Астрология учит, что через ошибки мы становимся сильнее и мудрее. Кармический совет для Девы – примите свои ошибки как неизбежную часть пути к успеху. Ошибки не определяют вашу ценность, они помогают вам стать лучше. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я принимаю свои ошибки как шаги на пути к успеху, чтобы освободиться от тяжести самокритики и двигаться вперед с уверенностью. Второй страх. Страх хаоса. Девы, как земной знак, нуждаются в стабильности и порядке, чтобы чувствовать себя в безопасности. Любое проявление хаоса, будь то в доме, на работе или в отношениях, вызывает у них тревогу и беспокойство. Девы боятся потерять контроль над ситуацией, и это приводит к постоянному стремлению все упорядочить. Но кармическая мудрость гласит, что жизнь – это река, которая иногда меняет свое течение, и мы не всегда можем предугадать ее движение. Страх хаоса блокирует развитие Девы, потому что жизнь не может быть полностью предсказуема. Чтобы преодолеть этот страх, девам нужно научиться доверять процессу жизни, понимать, что хаос иногда приносит возможности, о которых они даже не подозревали. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я доверяю потоку жизни и принимаю ее перемены. Третий страх. Страх незавершенности. Для Девы одно из самых страшных ощущений – это незавершенное дело. Они боятся, что, не доведя проект до конца, они подведут себя и окружающих. Этот страх заставляет их работать до изнеможения, перфекционистски доводить каждый проект до мельчайших деталей. Но кармический урок состоит в том, что не все в жизни должно быть завершено идеальным образом. Иногда завершение – это просто способность отпустить что-то, что больше не служит вам. Девы могут научиться отпускать контроль, понимая, что жизнь не всегда требует полного завершения каждого дела. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я завершил все, что важно для меня на данный момент, чтобы принять, что некоторые вещи можно оставить такими, какие они есть. Четвертый страх. Страх осуждения. Одним из самых сильных страхов Девы является страх осуждения со стороны окружающих. Девы часто чувствуют, что их постоянно оценивают, и что любое их действие подвергается критике. Этот страх заставляет их стремиться к идеалу, чтобы избежать негативных отзывов. Но астрология учит, что каждый человек уникален, и нет необходимости соответствовать ожиданиям других. Кармическая истина заключается в том, что никто не совершенен, и мнение окружающих не должно определять вашу ценность. Девам важно понять, что их истинная сила заключается в уверенности в себе, независимо от внешних оценок. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: моя ценность не зависит от мнения окружающих, чтобы освободиться от страха осуждения и жить в гармонии с собой. Пятый страх. Страх не соответствовать ожиданиям. Стремление к идеалу заставляет Деву бояться, что она не сможет соответствовать высоким стандартам, которые она сама себе поставила, или ожиданиям других людей. Этот страх приводит к постоянному внутреннему напряжению и сомнениям. Девы боятся разочаровать себя и других,
Но кармическая мудрость учит, что истинные ожидания должны исходить из вашего сердца, а не от внешнего мира. Ожидания окружающих могут быть иллюзорными, но ваш внутренний голос всегда знает правду. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я живу в соответствии со своими внутренними стандартами, чтобы избавиться от страха разочаровать кого-то и следовать своему пути. Шестой страх. Страх одиночества. Хотя девы часто кажутся независимыми и самодостаточными, они испытывают страх одиночества. Этот страх связан с их стремлением быть полезными для других и страхом, что их могут отвергнуть. Но кармический урок заключается в том, что истинная гармония начинается внутри вас. Вам не нужно искать одобрения или признания извне, чтобы чувствовать себя полноценным. Осознав свою внутреннюю силу, вы сможете не только преодолеть страх одиночества, но и стать источником света для других. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я нахожу силы и покой в собственной компании. Седьмой страх. Страх потери контроля. Девы, обладая аналитическим умом, стремятся контролировать каждый аспект своей жизни, будь то работа, финансы или личные отношения. Они боятся, что потеря контроля приведет к хаосу, и это лишит их уверенности. Однако кармический урок состоит в том, что не все в жизни можно контролировать, и это нормально. Некоторые события должны разворачиваться естественно, без вашего вмешательства. Позволяя себе отпустить ситуацию, вы откроете пространство для новых возможностей. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я отпускаю то, что не могу контролировать, и доверяю Вселенной. Восьмой страх. Страх неизвестного. Девы любят, когда все четко и понятно. Любая неопределенность вызывает у них тревогу, будь то смена работы, переезд или новые отношения. Но жизнь полна неожиданностей, и астрология учит, что неизвестность приносит с собой возможность для роста. Кармический урок для девы: принять, что будущее не всегда можно предугадать, но оно часто открывает новые горизонты. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я принимаю неизвестное как возможность для нового и прекрасного, чтобы научиться смотреть на неизвестность с оптимизмом. Девятый страх. Страх изменений. Как земной знак, дева предпочитает стабильность и постоянство. Любые изменения, будь то в карьере, отношениях или повседневной жизни, вызывают у нее страх. Однако кармическая мудрость заключается в том, что жизнь всегда в движении, и перемены – это естественный процесс, который приносит обновление. Научившись принимать изменения, вы сможете расти и развиваться как личность. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я с легкостью принимаю изменения и приветствую новый опыт, чтобы преодолеть страх изменений и открыть двери для новых возможностей. Десятый страх. Страх неудачи. Девы, стремящиеся к идеалу, часто боятся неудачи. Им кажется, что каждая неудача – это отражение их несостоятельности. Но кармическая истина в том, что неудача – это неотъемлемая часть роста. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с неудачей, вы получаете возможность стать лучше и научиться чему-то новому. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я учусь на своих неудачах и расту с каждым днем, чтобы преодолеть страх неудачи и видеть в каждом вызове возможность для развития. Одиннадцатый страх. Страх быть незамеченным. Девы прилагают огромное количество усилий, чтобы все вокруг них было в порядке, но часто боятся, что их труд останется незамеченным. Этот страх вызывает чувство неоцененности и разочарования. Кармический урок заключается в том, что ценность вашего труда не всегда измеряется признанием других людей. Важно осознавать свою значимость независимо от внешних оценок. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: моя ценность в моих действиях, независимо от признания извне. 12-й страх. Страх критики. Девы, будучи перфекционистами по своей натуре, испытывают постоянный страх критики. Они боятся, что любая их ошибка или несовершенство станет поводом для осуждения со стороны окружающих. Этот страх порождает напряженность и заставляет их постоянно стремиться к идеалу, избегая ситуаций, где их могут критиковать. Однако кармический урок учит, что критика – это не всегда негатив. Иногда она открывает глаза на аспекты, которые нужно улучшить, и является частью пути к самосовершенствованию. Девам важно научиться принимать конструктивную критику, как возможность расти.
Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я принимаю критику как инструмент для роста и совершенствования, чтобы освободиться от страха и воспринимать критику как неотъемлемую часть личностного развития. 13. Страх. Страх потери контроля над эмоциями. Девы стремятся всегда держать свои эмоции под контролем, считая проявление чувств слабостью. Они боятся, что сильные эмоциональные всплески могут повлиять на их рациональность и нарушить гармонию их внутреннего мира. Этот страх заставляет их подавлять эмоции, что приводит к внутреннему напряжению и иногда к эмоциональным срывам. Кармический урок заключается в том, что эмоции – это естественная часть человеческой жизни, и их подавление только усугубляет ситуацию. Девам важно научиться выражать свои эмоции открыто и честно, без страха потерять контроль. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я принимаю свои эмоции как естественное проявление моего внутреннего мира, чтобы гармонизировать эмоциональную сферу и чувствовать себя свободнее. 14. Страх. Страх неудачи в личной жизни. Девы часто сталкиваются с глубоким страхом неудачи в отношениях. Они опасаются, что их стремление к порядку и идеалу может отпугнуть партнера или привести к конфликтам. Этот страх порой заставляет их избегать серьезных отношений или быть слишком критичными по отношению к партнеру. Однако кармическая истина заключается в том, что настоящее отношение строится не на идеале, а на взаимопонимании и принятии несовершенств друг друга. Чтобы преодолеть этот страх, девам нужно научиться принимать и себя, и партнера такими, какие они есть. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я принимаю несовершенство в себе и в партнере, и это делает наши отношения крепче. 15. Страх. Страх ответственности. Девы по своей природе очень ответственны и добросовестны, но иногда эта ответственность превращается в тяжелую ношу. Они боятся, что не смогут справиться с задачами, которые на них возложены, и что их усилия окажутся недостаточными. Этот страх вызывает постоянное напряжение и беспокойство. Однако кармический урок учит, что настоящая ответственность – это способность доверять себе и своим возможностям. Девам нужно научиться распределять задачи и осознавать, что они не обязаны делать все сами. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я доверяю своим способностям и принимаю помощь, когда это необходимо, чтобы освободиться от чувства чрезмерной ответственности. 16. Страх. Страх потерять стабильность. Как земной знак, дева особенно ценит стабильность и безопасность, будь то финансовая, эмоциональная или материальная сфера. Любые изменения в этих областях вызывают у нее тревогу и страх. Этот страх иногда заставляет их упускать новые возможности, потому что они предпочитают держаться за привычное. Кармический урок для девы состоит в том, что стабильность – это не всегда внешние обстоятельства, а внутреннее состояние уверенности в себе и в своих силах. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: моя внутренняя стабильность дает мне силы принимать изменения, чтобы научиться воспринимать перемены не как угрозу, а как шанс для роста. 17. Страх. Страх разочаровать близких. Девы очень заботятся о своих близких и стремятся делать все возможное, чтобы помочь им и поддерживать их. Однако за этой заботой скрывается страх разочаровать тех, кто им дорог. Они боятся, что их усилия будут недостаточными, что их любовь и внимание не будут оценены по достоинству. Этот страх порой приводит к излишнему самоотвержению и жертвенности, что может истощать их эмоционально. Кармический урок для девы заключается в том, что вы не можете всегда удовлетворять всех вокруг. Любовь к себе и баланс между заботой о других и о себе – это ключ к гармоничным отношениям. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я даю и получаю любовь в равной мере, и это приносит гармонию в мои отношения. 18. Страх. Страх быть несовершенным. Перфекционизм девы нередко приводит к тому, что она боится показаться несовершенной или некомпетентной. Этот страх заставляет ее ставить перед собой недостижимые цели и критиковать себя за малейшие недостатки. Кармическая мудрость гласит, что совершенство – это иллюзия, а принятие себя с недостатками – это путь к истинной внутренней свободе. Девам нужно понять, что их сила заключается в их уникальности, а не в стремлении к идеалу. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: моя уникальность делает меня сильным и ценным, чтобы отпустить стремление к идеалу и жить в гармонии с собой. 19. Страх. Страх отказа.
Девы часто боятся отказа, будь то в отношениях, на работе или в социальных взаимодействиях. Они боятся, что их усилия не будут приняты или что их могут отвергнуть. Этот страх мешает им выражать свои желания и цели открыто, что иногда приводит к упущенным возможностям. Кармическая истина заключается в том, что отказ – это не конец, а просто новая возможность для поиска лучшего пути. Девам важно понять, что отказ – это не отражение их ценности, а лишь часть жизненного процесса. Аффирмация, которую нужно использовать для этого – отказ – это возможность для нового начала, чтобы преодолеть страх и открываться миру с большей уверенностью. 20-й страх. Страх перемен в карьере. Девы очень ответственны и преданы своему делу, но иногда они испытывают страх перемен в карьере. Им кажется, что смена работы или профессиональной сферы может оказаться рискованной и нарушить их стабильность. Этот страх удерживает их от развития и самореализации. Кармический урок для девы заключается в том, что перемены в карьере могут принести новые возможности для роста и раскрытия талантов. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я открываю новые профессиональные горизонты с уверенностью и смелостью, чтобы преодолеть страх и рассматривать перемены как возможность для профессионального роста. 21 страх. Страх потерять индивидуальность. Девы, стремящиеся к гармонии и порядку, иногда боятся потерять свою индивидуальность в стремлении соответствовать чужим ожиданиям. Этот страх может заставлять их подавлять свои истинные желания и цели ради того, чтобы вписаться в окружающую среду. Однако кармическая мудрость учит, что настоящая сила заключается в принятии своей уникальности и выражении ее в мире. Девам важно научиться быть собой, даже если это не всегда соответствует ожиданиям других. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я выражаю свою уникальность и горжусь тем, кто я есть, чтобы освободиться от страха и жить в соответствии с собственными убеждениями. 22 страх. Страх упустить возможности. Девы часто боятся, что могут упустить важные возможности из-за своей склонности к анализу и самообладанию. Они стараются все взвесить и обдумать, прежде чем принимать решения, но это порой затягивается до того момента, когда возможность уже упущена. Этот страх создает постоянное напряжение и сомнения. Кармический урок заключается в том, что некоторые возможности нужно просто принимать с открытым сердцем, не раздумывая слишком долго. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я открыто принимаю возможности, которые приходят в мою жизнь, чтобы преодолеть страх упустить что-то важное и действовать решительнее. 23 страх. Страх нестабильности в отношениях. Для дев важна эмоциональная стабильность в отношениях, и любой признак нестабильности вызывает у них беспокойство. Они боятся, что отношения могут быть разрушены, если не будут поддерживаться на уровне совершенства. Однако кармический урок заключается в том, что отношения – это процесс, в котором могут быть взлеты и падения, и это нормально. Девам нужно научиться принимать, что не все всегда будет идеально, но это не значит, что отношения потерпят крах. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я доверяю своему партнеру и нашему совместному пути, чтобы снять напряжение и наслаждаться отношениями без страха их потери. 24 страх. Страх одиночества. Как и многие другие, девы часто боятся остаться одни, особенно после длительных или значимых отношений. Их естественное стремление к порядку и контролю порой приводит к тревожности по поводу того, что одиночество означает отсутствие стабильности и поддержки. Однако кармическая мудрость учит, что одиночество – это не всегда негативное состояние. Это может быть время для личного роста, самопознания и укрепления внутренней уверенности. Чтобы справиться с этим страхом, девам стоит научиться видеть в одиночестве не угрозу, а возможность для самосовершенствования. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: одиночество – это возможность для моего роста и внутренней гармонии, чтобы преодолеть страх и обрести покой в самом себе. 25 страх. Страх непредсказуемости. Девы стремятся к четкому планированию и структурированному подходу к жизни. Непредсказуемые ситуации и неожиданные изменения могут вызвать у них чувство беспомощности и страха. Кармический урок для дев заключается в том, что жизнь не всегда поддается контролю, и иногда нужно принять, что не все события можно предсказать или предотвратить. Принятие изменений и умение адаптироваться к ним – это важная часть внутреннего роста.
Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я гибок и принимаю изменения, которые приносит жизнь, чтобы научиться справляться с непредсказуемыми ситуациями и видеть в них новые возможности. 26 страх. Страх зависти. Девы, обладая стремлением к совершенству, иногда могут испытывать зависть к тем, кто, на их взгляд, добился большего успеха. Этот страх сравнения с другими и ощущение недостаточности порождает внутреннее недовольство собой. Однако кармическая истина гласит, что каждый человек идет своим уникальным путем, и сравнение здесь неуместно. Успех других не умаляет достижений девы, и важно научиться радоваться не только своим, но и чужим успехам. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я иду своим путем, и чужие успехи не затмевают моих собственных, чтобы освободиться от зависти и уверенно двигаться к своим целям. 27 страх. Страх выйти из зоны комфорта. Девы часто привязаны к своей зоне комфорта, где все предсказуемо и контролируемо. Они боятся, что выход за ее пределы приведет к хаосу и потерям. Этот страх сдерживает их от достижения новых высот и раскрытия своего потенциала. Кармический урок здесь заключается в том, что настоящий рост происходит именно за пределами привычных границ. Девам нужно научиться принимать вызовы и новые возможности, даже если они кажутся пугающими. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я смело выхожу из зоны комфорта и открываю новые горизонты, чтобы преодолеть страх и расширить свои возможности. 28 страх. Страх разочаровать себя. Девы – самые строгие судьи для самих себя. Они часто боятся не оправдать собственные ожидания, что приводит к внутренним конфликтам и самокритике. Этот страх блокирует их стремление к новым достижениям, так как они опасаются неудачи. Кармическая мудрость заключается в том, что ошибки и неудачи – это часть процесса обучения и роста. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я позволяю себе учиться на ошибках и не боюсь разочарований, чтобы развить в себе способность быть мягче к себе и дать себе право на ошибки. 29 страх. Страх принятия импульсивных решений. Девы склонны к обдуманным, взвешенным решениям, и любой намек на импульсивность вызывает у них тревогу. Им кажется, что импульсивные действия могут привести к хаосу и негативным последствиям. Однако кармический урок для дев заключается в том, что не все решения требуют длительного анализа, иногда важно действовать быстро, следуя интуиции. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я доверяю своей интуиции и принимаю решения с уверенностью, чтобы освободиться от страха спонтанных действий и научиться доверять своим внутренним ощущениям. 30 страх. Страх перемен в отношениях. Девы боятся, что любые изменения в отношениях, будь то переезд, новые обязательства или перемены в динамике, могут нарушить гармонию и стабильность. Этот страх заставляет их держаться за старое и избегать изменений, которые могли бы принести пользу. Кармическая истина заключается в том, что изменения – это естественная часть любого взаимодействия, и их нужно воспринимать как возможности для роста и улучшения отношений. Аффирмация, которую нужно использовать для этого: я принимаю изменения в отношениях как часть нашего совместного пути, чтобы освободиться от страха и открыть сердце для новых возможностей и развития вместе с партнером. Девы, благодаря своему стремлению к порядку, вниманию к деталям и ответственности, могут добиться невероятных успехов, если смогут преодолеть свои страхи. Эти страхи, как уроки жизни, даны для того, чтобы помочь вам стать сильнее, мудрее и счастливее. Приняв свои страхи и работая над ними с помощью астрологических знаний, девы могут трансформировать свою жизнь. Помните, что звезды всегда готовы помочь вам, указывая путь к самосовершенствованию. Используйте их силу, доверяйте себе и продолжайте развиваться, несмотря на любые страхи. Вы заслуживаете успеха и гармонии во всех сферах своей жизни. Девы – невероятно сильные личности, чья внутренняя стойкость часто оказывается скрыта за их вниманием к деталям и стремлением к порядку. Эти страхи, которые мы рассмотрели, не являются преградой, а лишь возможностями для личностного роста. Каждый страх – это как дверь, которая ведет к новой ступени развития, и благодаря кармическим урокам и знаниям астрологии, девы могут открыть эти двери и двигаться вперед к новым высотам. Астрология учит, что все страхи – это лишь временные препятствия на пути к нашей истинной силе.
Если девы научатся принимать свои слабости и использовать их как катализатор изменений, они смогут преодолеть любые трудности. Пусть каждый страх станет вашим союзником в пути к внутреннему росту и гармонии. Вы можете и должны работать над собой, доверяя звездам и своей интуиции. Если вы хотите узнать еще больше тайных знаний астрологии и как она может помочь вам справляться с повседневными вызовами, обязательно подписывайтесь на канал «Астрология мудрости». Только здесь вы найдете уникальные знания о том, как звезды влияют на вашу судьбу и как использовать их энергию для достижения успеха. Если мы наберем 6000 лайков, я обязательно выложу ролик о том, как направить свою энергию на достижение богатства и успеха. Оставляйте свои комментарии, делитесь своими мыслями и до встречи в следующем видео на канале «Астрология мудрости». Продолжение следует.